you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Hidis стоимостью $99. И приходят они в средней по габаритам коробки с минималистичным оформлением. И тут на лицевой части имеется Wi-Fi, есть логотип компании и указано название этой модели Mylin. Ну а здесь сзади уже были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает один динамический драйвер диаметром 10,2 мм и один арматурный излучатель от Hidis. Ну а чувствительность составляет 111 дБ, и они получили сопротивление 17 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники будут, конечно же, очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Фирменный кожаный чехол для хранения наушников. Акриловая подставка с Wi-Fi. 9 разных наклеек с Wi-Fi. Небольшая тряпочка с изображением Wi-Fi. 3 пары сменных звуководов для небольшой коррекции звучания. Инструкция по использованию и гарантийная карточка. Ну и 2 набора силиконовых амбушюр для более басовитого и более сбалансированного звучания. Эти наушники получились довольно небольшие, и они были выполнены полностью из металла с довольно привлекательным оформлением лицевых панелей со вставкой из углеродного волокна. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а тут рядом было указано название этой модели MS2 Pro. Еще тут имеется маркировка канала, и еще рядом уже здесь есть надпись Mylin. То есть уже несложно догадаться, что за основу компания Hidis взяла предыдущую модель MS2 Pro, но отмечу, что в этом случае они ее полностью переработали. Но на внутренней части, здесь поближе к звуководу, находится единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей, поэтому эффекта вакуума у этих наушников нет. Ну а звуковод у них был выполнен из металла, он имеет длину около 5 мм, диаметр 5 мм, и он был прикрыт защитной металлической сеточкой, а также получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Но поскольку эти наушники по своим габаритам получились очень небольшие, то и сидят в ушах они, естественно, довольно хорошо, обеспечивая как достаточно плотную посадку с хорошим прилеганием, так и нормальную звукоизоляцию. Да и их комплектный кабель, как для этой цены, очень даже хорошего качества, и в целом вы можете без каких-либо проблем сразу пользоваться именно им. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Hidis Mylin при использовании 3 разных звуководов из комплекта, которые визуально отличаются лишь только по цвету резинки. И первое, что мы здесь видим сразу, это практически одинаковое усиление низких частот на 9 дБ при использовании звуковода с черной и стандартной красной резинкой. А вот при использовании звуковода уже с белой резинкой низкие частоты ослабляются на 2 дБ. То есть этот звуковод уже смело могут ставить те, кому не нужен более выразительный бас. Ну а далее во всех случаях тут следует плавный переход к области нижней середины с небольшим ее уплотнением. А вот усиление в области верхней середины здесь в случае звуковода с черной и красной резинкой будет выполнено примерно на одном уровне, тогда как в случае звуковода с белой резинкой эта область получает большее усиление, делая звучание более энергичным и в какой-то степени вокально ориентированным. Причем интересно, что на высоких частотах в случае звуковода с белой резинкой они слегка ослабляются, а вот в случае звуковода с черной и красной резинкой наоборот находятся примерно на одном уровне. В общем, интересно так получается. Хотя я отмечу, что продолжительность высоких частот во всех 3 случаях тут далеко не рекордная. Но для этой цены, ребята, в целом это было крайне ожидаемо. И сразу вам скажу, что послушав
эти наушники с разными звуководами, я в итоге остановился на черном варианте, поскольку, как по мне, именно с ним эти наушники звучат лучше всего. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться на практике. Ну, в общем, смотрите, друзья, тестировал я эти наушники по большей части в связке с таким плеером, как Hidis AP80 Pro Max, и пришел к выводу, что этот плеер подходит для них прям отлично. Связка получилась очень такой цельной, гармоничной и без какого-либо ощущения, что где-то чего-то не хватает. Причем я отмечу, что чем больше я его сейчас тестирую, тем больше он мне нравится. Вот прям реально есть у него вот какая-то своя магия, из-за которой я так часто его использую в своих обзорах. Но если говорить уже непосредственно про звук самих наушников, то первое, что сразу цепляет внимание, это низкие частоты. Бас у этих наушников получился довольно выразительный и акцентированный, но это точно не самый текстурный и проработанный бас, который мне доводилось слышать за последнее время. Да и по скорости он тоже не ставит каких-то рекордов. Но при этом у него есть приятная теплота, хороший панч и вполне достойная глубина саббаса. И самое главное, что ощущается он достаточно плотным и собранным, благодаря чему музыка получает хороший фундамент и звучит уже более весомо и насыщенно, что очень уместно будет в разных музыкальных жанрах. А вот средние частоты в этих наушниках, наверное, мне понравились больше всего, поскольку они получились в меру насыщенными, достаточно энергичными, но при этом комфортными для длительного прослушивания. Здесь нету какой-то сухости, мониторности или там излишней аналитичности, а наоборот подача здесь обладает приятной теплотой и гладкостью, а за счет вполне неплохой прозрачности и небольшого количества воздуха инструменты и вокал звучат уже более естественно, живо и музыкально. А вот высокие частоты здесь были выполнены уже совсем в другом ключе. Они слегка притемненные, плавные и очень деликатные. Нету ни резкости, ни агрессии, ни желания постоянно акцентировать внимание на каких-то мелких нюансах записи. Да, если вы любите максимально такое детальное и сверхтехничное звучание, то их здесь вам может показаться недостаточно. Но лично мне кажется, что для характера этих наушников такой подход вполне логичен, потому что верхний диапазон здесь точно не пытается постоянно тянуть одеяло на себя, как в более ярких моделях, а просто как бы аккуратно уже дополняет общую музыкальную и комфортную подачу, которую, собственно, производитель хотел получить. Но что касается сцены, то из-за общей теплой и слегка притемненной подачи она воспринимается камерной и достаточно интимной. То есть это точно не тот случай, когда звук пытается уйти далеко за пределы вашей головы, как это бывает в некоторых моделях уже с более воздушным и прозрачным характером, например, как из предыдущего обзора. И здесь акцент скорее был сделан на глубину построения пространства, чем на его какую-то огромную ширину. И на мой взгляд, такой характер как раз очень хорошо сочетается с общей подачей этих наушников. Ну и в итоге я пришел к тому, что Hidis Mylin это довольно любопытная модель в своем бюджете. Эти наушники точно не пытаются удивить вас какой-то гипердетальностью, аналитичностью или какими-то невероятными техническими возможностями с первых секунд прослушивания, а вместо этого они привлекают другим, а именно приятной сбалансированностью, теплотой, гладкой подачей и общим комфортом звучания. В общем, это именно те наушники, которые хочется просто включить, расслабиться и наслаждаться музыкой без какого-то постоянного анализа каждого звука. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.